За всю историю Османской империи во дворце служили 213 великих визирей. Многие из них были казнены по разным обстоятельствам. Служил каждый из них, как правило, недолго, но вот одному из них пришлось занимать столь важный пост аж у 3 султанов. Карьера же его началась еще при Сулеймане Великолепном. Кому османы дали прозвище «Длинный» и почему? Как простому христианину удалось сделать головокружительную карьеру и так долго продержаться у власти? Почему столь важного и заслуженного человека жестоко убил наемный убийца? Кому это пришло в голову и почему? Давайте разберемся. Вы уже, наверное, догадались, что речь идет о Соколу Мехмеде Паше. В сериале «Великолепного» мы увидели неприметного, довольно взрослого мужчину, роль которого в Османской империи была почти сведена к нулю. На самом же деле нам показали персонажа того времени, который оставил в истории Османской империи серьезный след. Как и во многом, сериал и сценарист были неправы. Госпожа. Мехмед Ага. Я слышала, что тебя во дворцовой школе звали Соколу. Моя семья родом из деревни Соколовичи, близ Вышеграда в Боснии. Поэтому меня так и называют госпожа. Значит, ты из Боснии и Герцеговины. Рустем Паша хвалил мне твое усердие. Сказал, в его отсутствии ты будешь управлять делами. Паша Хазратлери очень великодушен. Тебе есть поручение. Если справишься с ним, ты многого добьешься. Как и Рустем Паша, сможешь подняться вверх по лестнице. Должность и ранг не важны, госпожа. Завоевать вашу похвалу будет для меня самым большим из подарков. Был ли как-то Соколу связан с Хюррем Султан, в истории не описывается, но следующая информация подтверждается неоспоримыми доказательствами. Христианин Байо родился в 1505 году, примерно в одно время с Хюррем Султан. Деревенский парень одного из районов Боснии выделялся на фоне остальных мальчиков очень высоким ростом, умом и находчивостью. Байо рос в семье священника и получил при монастыре довольно хорошее образование. Однажды, когда османы пришли вербовать в его деревню будущих янычар, а Байо к тому времени уже служил в церкви и помогал местному священнику, его передали в руки вербовщика под именем Мехмед Бей. Он убедил родственников Байо, что мальчик поступит в служение султану и займет хорошую должность в будущем. На первый взгляд казалось, что Мехмед Бей лукавит, лишь бы собрать необходимое количество юнцов, но оказалось, что его слова были пророческими. Понимая, что Соколу был примерно одного возраста с Хюррем, надо представить, что выглядел он не столь старо, как нам показали в сериале. Позже, уже в 1576 году, Соколу расскажет одному из итальянских послов, что первые серьезные обязанности при дворе он начал выполнять в возрасте 18 лет. Сулейман уже был султан. Известно, что Соколу, пройдя систему свержения, получил имя Мехмед. Сначала учился при дворце в Эдирне, позже переехал учиться в Андирун, где и началась его карьера. Да, янычаром он не стал. Пишут, что именно Сулейман отобрал его среди других новобранцев для обучения на госслужбу. Мехмед довольно быстро сделал карьеру, благодаря своему уму и настойчивости. Уже в 1549 году предстал перед самим султаном. Находясь во дворце, он вошел в ближайшее окружение Сулеймана и завоевал его доверие. Ум и талант Соколу кануне бросил на поле боя. Тот был отважным воином, руководил армией и принес немало побед Османской империи. Соколу был родом из очень большой семьи. Поднявшись до определенных высот при дворе, он никого не забыл из своих родственников. Все они получили свое достойное место под солнцем. Кто-то переехал в Стамбул, иные остались в Боснии. А вот своего то ли родного, то ли двоюродного брата он сделал патриархом в Сербии. Босния, как племенное княжество, в те времена входила в состав Сербии. Мехмед стал вторым визирем во времена Сулеймана Великолепного, после того, как умер Рустем Паша. Я уже рассказывала, что с улицы в особое окружение султана, администрацию, никто не попадал. Каждый, кто служил в диване, заслужил свое место подвигом. Именно Соколу Сулейман взял в свой последний поход на Зигитвар. Именно Соколу предстояло первым узнать о смерти великого султана. И именно он принял такие важные решения в истории кануни, как скрывать смерть султана до приезда Шехзады Селима, изъять и захоронить органы падишаха прямо в Венгрии, мумифицировать
тело Сулеймана для его сохранности. Селим сразу понял, кто станет великим визирем после его коронации, так как Мехмед Паша сумел за короткий срок доказать ему, что Селим в нем очень нуждается. Как известно, Селим вел довольно праздный образ жизни. Никогда не лез ни в управление делами, ни в политику, и уж тем более ничего не знал о том, как правильно управлять такой серьезной армией в империи, как янычары. А те, как мы ведаем, всегда имели большую силу и могли в случае чего свергнуть любого султана. Новоиспеченный султан Селим сразу же женил свою дочь Эсмихан на Соколу, несмотря на разницу в возрасте на целых 40 лет. Соколу был уже женат, и по правилам ему нужно было развестись со своей женой, что он непременно и сделал. Говорят, что жена Мехмеда сильно плакала, страдала и проклинала как бывшего мужа, так и его новоиспеченную жену. Вот такие вот обычаи. Не возьмешь же дочь султана второй женой в гарем. Селим продолжал устраняться от управления государством, и почти все дела, как внутри страны, так и внешнюю политику, возглавлял Соколу Мехмед Паша. Надо отметить, что дела он вел неплохо, и, несмотря на большое количество недочетов, сохранил Османскую империю в том виде, в котором она досталась Селиму. Когда Селим умер, Соколу пошел по протоптанной дорожке и скрыл от всех его смерть, пока Стамбул из Манисы не прибудет его сын Ахнурбану Мурат. Тот, зайдя на престол, не забыл столь важный поступок и сохранил Мехмеда в должности великого визиря. Таким образом, Паша начал служить в своей жизни уже третьему султану. Но служить султану Мураду было непросто, особенно когда уже умерла Нурбану Султан. Против Соколу начались внутренние заговоры и осуществлялись попытки к смещению его с должности. Мехмед усиленно всем противостоял. Однако, перед тем, как я расскажу о том, как был убит Соколу, не могу не обозначить его весомый вклад в тот мир, который он обеспечил не только османам. Дело в том, что в целом политика Соколу всегда носила сдерживающий характер. Он предпочитал мир войне и хорошие отношения вместо ненависти. Благодаря его усилиям Османская империя продлила мирный договор с Австрией в 1577 году, сохранила мир с Венецией, начала вести активную коммерческую деятельность с европейскими государствами, от которой выигрывали все. Но однажды внутренний накал страстей против Мехмеда Паши достиг своего апогея, и уже довольно старый визирь был жестоко убит в своем же доме. Версий убийства Соколу несколько. Первая говорит о том, что дервиш, который его убил кинжалом прямо в грудь, якобы отомстил за своего родственника, которого казнили ранее не без участия Соколу. Вторая гласит, что визиря убили его злопыхатели, желающие занять его место. Третья же и вовсе приписывает причастность к убийству Соколу султана Мурада. Вроде как Соколу был стар, уже не нужен, но учитывая его безукоризненную службу, казнить было нельзя, а потому попросту подло убили. В любом случае, во многих турецких источниках я читала такую формулировку «убили как собаку». Соколу был ранен, но вскоре умер, врачи ничем не смогли ему помочь. Было это 12 октября 1579 года, ровно 442 года назад. В общей сложности Паша отслужил в Османском дворце 60 лет и умер, когда ему исполнилось 74 года. Среди османских миниатюр есть немало с изображением Соколу и даже запечатлен момент его смерти. Имея большое богатство, Соколу много тратил на благотворительность. В Сербии о нем слагают легенды и даже поставили память. Немецкие же источники упоминают о нем как о сильном и умном человеке, принесшем в мир много любви и добра. Вот такого мы увидели в истории визиря Соколу Мехмеда Пашу. Чистого, верного, доброго и значимого, а не так, как нам показали в сериале. Неприметного, где-то там стоящего в общей массе пашей, главного привратника, иногда рядом с султаном. В последних сериях рядом с Сулейманом был еще один человек. Он сопровождал его буквально везде, словно тень. Вы бы хотели знать, что это за исторический персонаж? Ведь не зря нам его показали в сериале. Скажите об этом в комментариях. А на сегодня все. Не пропускайте главное, подписывайтесь на канал и посещайте вкладку сообщества, чтобы узнавать про Османскую империю то, что остается за кадром наших видео.